Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Продолжаем прохождение Genshin Impact, всех возможных сюжетных, несюжетных заданий. И после того, как мы разобрались с Геоархонтом, точнее, там долгая история, вот если что, подсказочка, если не забуду, у нас продолжение. Квест называется «Чайник. Полная чаша. Часть 1». Поговорите с мадам Пин. Угроза Лиуя миновала, и все вернулись на круги своя. Но любующийся цветами на террасе Юдзен мадам Пин хочет кое-что обсудить с путешественником. Ну, давайте, что ли уж. Обсудим все это дело с ней. Ну, собственно, бабулек у нас находится на том же месте. Так что проще всего вот с той точки телепортации просто-напросто спуститься и особо-то по этому поводу и не париться. Только раньше она была за столом, теперь она здесь стоит. Любуется на цветы. Дети, подойдите сюда. Ага, вы как раз вовремя, я вас искала. Бабушка, что случилось? Вам нужна помощь? Вы очень многое сделали для Лиу, я не могу просить о большем. На самом деле мы с моими старыми друзьями собрались вместе, чтобы придумать для вас подарок. Подарок? Паймон любит подарок? Я просто сделал то, что должен был сделать. Вы очень добры. Ага, дитя, хоть ты и недолго пробыл в Ливе, ты выучил много вежливых слов, но ты не можешь отказаться от этого подарка. Когда вы были в моем чайнике в поисках колокольчика очищения, я слышала, как твой маленький друг сказал, что вы двое живете под открытым небом. Впереди вас ждет долгое путешествие, нельзя, чтобы так продолжалось и дальше. Хотя я уже и не мол, да, но я еще способен создавать подпространство. Создавать подпространство? Разве вы не знаете, Геоархон проявил милость и наделил на способности просветленных? Не буду выдаваться в подробности, скажу лишь, что подпространство — это маленькие автономные миры. Блин, звучит круто. Чайник, в котором вы побывали ранее, безделушка, которая была создана при помощи этой способности. Безделушка? Вы называете это безделушкой? Чайник — не то, чем можно похвастаться, чтобы создать свой собственный мир. Мне нужно уйти от мирской суеты. Геоархон же может двигать горы и моря. Вот что называется истинной силой. Это все дела давно минувших дней. Не будем об этом. Мне недостает еще одного материала, чтобы закончить подарок. Какого материала? Да, мы хорошо умеем находить вещи и собирать материалы. Мы все можем. Все в порядке, дети. Вам не нужно никуда идти. Я уже нашла быструю и шуструю помощницу. Как я уже говорила, это особые материалы, и вряд ли вы знаете, как их найти. Некоторые из них очень редки в наши дни. Что это за материалы? Например, мне нужна мерцающая глина с тростниковых островов. В былые времена ее можно было найти только в местах обильного скопления глазурных лилий. Чтобы добыть, нужно копать почву, следуя за корнями глазурной лилии. Если вам улыбнется удача, то вы сможете найти маленькую горстку мерцающей глины. С тех пор, как тростниковые острова приобрели свой нынешний вид, мало кому удастся добыть мерцающую глину. Еще сложнее добыть изумрудный нефрит в разломе. С тех пор, как в кузнице Черногории открылось горнодобывающее предприятие, запасы изумрудного нефрита практически иссякли. Изумрудный нефрит — одно из сокровищ адептов, в котором заключена их сила. Не каждый человек может вынести длительный контакт с этим минералом без вреда для здоровья. Ох, не знаю, сможет ли малышка их достать. А кто эта малышка? Бабушка, если вы адепт, то она тоже должна быть адепт? Можно и так сказать, она тоже считается адептом. Почему в Ливе так много адептов? Куда ни посмотришь, везде адепты. Такое ощущение, что даже когда мы едим, за соседним столиком сидит адепт. Ага, может быть, кто знает. Некоторые из моих старых друзей очень любят мирную жизнь среди смертных. Бабушка, я вернулась. А, эти двое? Позвольте вас познакомить, это Ян Фэй. Она выполняет для меня поручения. О, у меня есть персонаж. В основе. Ян Фэй — это путешественник и его компаньон. Ты наверняка слышала о них. Ну да, а вас упоминается в записях миллилитов. Вы были подозреваемыми номер 1 после инцидента на церемонии сошествия. После этого вы победили миллилитов в заоблачном пределе, связались с Ватуя. Прежде чем окончательно победить древнее божество вместе с бабушкой и ее сподвижниками, после чего группировка Цесин сняла с вас все подозрения. Очень жаль. Очень жаль? Очень жаль, что я не познакомилась с вами раньше. Не могу сказать, что я смогла полностью очистить вашу репутацию, но эта ситуация была бы менее унизительной. Позвольте представить, меня зовут Ян Фэй, я консультант по юридическим вопросам. Проблемы с законом, обращайтесь прямо ко мне. Ах да, вот моя визитка. На ней вы найдете мои контактные данные и адрес моего офиса. Держите ее всегда под рукой. Если у вас чрезвычайная ситуация, просто приходите по этому адресу и оставьте сообщение. Чуть не забыла, для новых клиентов предусмотрена специальная скидка. Какая ушлая девчонка сразу. И то, что я юрист, и вот моя визиточка, и будьте добры, пожалуйста, вот мои услуги. Молодец. Ян Фэй, достаточно. Перейдем к делу. Полагаю, что в данный момент эти двое вполне смогут обойтись без юридических консультаций, мне нужна твоя помощь. Не удивляйтесь, она всегда была такой. О себе она может говорить бесконечно. Ты правда адепт? Мы уже встречали адептов раньше, ты совсем на них не похожа.
Адепт? Думаю, да. По крайней мере, мой отец говорит, что он адепт. Он утверждает, что давным-давно сражался на стороне Геоархонта. После войны он вернулся домой и женился на моей матери. Потом появилась я. Когда я выросла, мои родители отправились путешествовать по миру. В итоге я живу здесь с бабушкой. А война-то закончилась сколько тысяч лет назад? Вы что, ребят, что тут не то? Звучит очень странно. Звучит очень обыденно для адептов. Разве они не должны соблюдать контракт, защищать Лиуэ? Как он мог вдруг вернуться домой и жениться? Папа сказал, что все обсудил с Геоархонтом, и он дал свое согласие. Так папа вернулся и женился на маме. Геоархонт даже сделал им свадебный подарок. Нифига себе, вот это вот мощно. Давайте пока отложим эту историю в сторону. Бабушка, мне удалось собрать почти все материалы, о которых ты просила. Не хватает только изумрудного нефрита. Разлом запечатан. Туда никак не попасть. Официальные запросы тоже не дали результата. Похоже, департамент по делам граждан хочет навсегда закрыть доступ туда. Вот оно как, без изумрудного нефрита будет непросто. Ян Фэй, можно что-то придумать? Их помощь Лиуэ неоценима. Мы просто обязаны благодарить их. Да, знаю я. Бабушка, ты говорила это много раз. Если официальные методы не позволяют попасть в разлом, надо придумать что-то еще. А еще говорит юрист. Подождите, дайте кое-что проверить. Ого, какая-то толстая книга. Что в ней написано? Деловая консультация, минералы, снежная. Вот нашла. Торговец из Снежной по имени Кроссель обратился ко мне за советом по поводу редких руд. Он сказал, что хочет добыть изумрудный нефрит для производства шпилек и продать их в Снежной. Спрашивал меня о сопутствующих рисках. Пойду поговорю с ним. Не исключено, что у него есть изумрудный нефрит. Или он что-то знает о нем. Я тоже пойду. Ты тоже хочешь пойти? Я не могу тебя остановить, но прошу не вмешиваться в разговор. Просто постой рядом. Не хочу, чтобы возникли юридические осложнения. Подумай только, нас предупреждают о юридических осложнениях. Впервые вижу такого адепта. С ней надо быть осторожнее. Ну, видимо, да. А я сейчас прям за нее туда пойду. Так, ладно, отслеживаем. Нам нужно продвинуться. Ну, не так уж и много. Можно реально просто и отсюда спланировать. Никаких проблем. Такс. Вот он получается. Господин Кроссель, как ваши дела? Очень хорошо, все благодаря вам. Чем могу быть полезен? Не стоит благодарности. Как обстоят ваши дела со шпильками? Дело сдвинулось с мертвой точки? Ах, это, в конце концов, все-таки удалось заполучить маленький кусочек изумрудного нефрита, и я уже сделал из него шпильку. Если вас интересуют эти шпильки, то должен вас огорчить. Я дал их на прокат даме по имени Джи Цяо. Если хотите посмотреть на них, вам придется подождать немного. Изумрудный нефрит очень дорогой минерал. Не боитесь просто так давать шпильки на прокат? А что, если они сломаются или потеряются? За это не переживай, я заключил контракт с госпожой. Там черным по белому написано, что если она потеряет или сломает шпильки, она должна будет заплатить их первоначальную стоимость в качестве компенсации. Особым пунктом я указал, что они изготовлены с использованием натурального изумрудного нефрита. Компенсация за шпильку в 10 раз больше стоимости изделия. Контракт с четко обозначенной ценой. Компенсация за фальшивку в 10 раз больше стоимости изделия. Действительно четко обозначенная цена. У каждого свой экземпляр контракта. Таким образом, и я, и моя клиентка спокойны. Вы знаете, где живет госпожа Джи Цяо? Мы хотели бы навестить ее и посмотреть на шпильки. При подписании контракта она указала свой адрес. Я отмечу его на вашей карте. Большое спасибо, господин Кроссель. Мы пойдем навестим госпожу Джи Цяо. Ладно. Хорошо. Что-то мне подсказывает то, что с ее поисками будут некоторые проблемы, потому что что-то мне нету этого следа. А, вот след появился, отлично. Так, ищем. Тут как-то, наверное, залезть туда надо. Ага. А тут мы не заберемся. Сейчас. Есть одна мысль. Ой, не та кнопка. Нет, не хочет, смотри, а. А вот теперь нормально. Что же делать? Прошу прощения, вы госпожа Ци Цяо? Да, это я, чем могу помочь?
Здравствуйте, господин Кросли сказал, что вы взяли у него на прокат шпильки. Не могли бы вы показать их? Эти шпильки я не могу показать, я их потеряла. Я точно помню, что они всегда были при мне, не понимаю, как я могла их потерять, я ведь даже не успела их проносить. Я дорого заплатила за прокат шпилек, если мне придется выплатить еще и компенсацию, мне не собрать такую сумму. Зачем вам шпильки на прокат? Моя семья тоже занимается полезными ископаемыми, но с тех пор, как разлом был закрыт, наше семейное дело сильно пострадало. У нас много предоплаченных заказов, и чтобы выполнить свои обязательства, нам приходится брать товар у других торговцев. Через несколько дней состоится большой банкет, на котором будут несколько торговцев рудой. Мне нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы обсудить с ними цены. Я взял на прокат шпильки, чтобы произвести впечатление. Не хочу, чтобы они смотрели на меня свысока. Но шпильки куда-то делись, что же теперь делать? Такое ощущение, что пришло время нашего самого любимого эпизода. Здесь я обычно говорю: «Я помогу тебе». Вы хотите помочь? Я уже попросила о помощи гильдию искателей приключений, но от них нет вестей. Подождите, не надо никуда бежать искать, госпожа Цзяо. Позвольте нам сначала взглянуть на контракт. А, контракт при мне, держите. Понятно. Ян Фэй говорила, что она консультант по юридическим вопросам. Как думаешь, она сможет помочь Ши Цяо? Это нечестно по отношению к Крослю. Да, может, есть выход, который устроит всех? Я прочитала контракт, все написано предельно четко. Госпожа Цзяо должна заплатить господину Крослю первоначальную стоимость шпилек в качестве компенсации за потерю. Также в контракте написано, что размер компенсации зависит от рыночной цены. Учитывая ценность изумрудного нефрита, боюсь, что размер компенсации будет еще больше. Еще больше? Ну, попадос. Ши Цяо вот-вот упадет в обморок. Но предпосылкой для этого является подлинность изумрудного нефрита в шпильках. Можно было сразу об этом сказать. Как определить подлинность, если шпильки потеряны? Неважно, что ты об этом думаешь. Сначала надо найти шпильки. Если шпильки найдутся, разве не нужно доказать подлинность камня? Да. Все же, не хочу вас утруждать. Это я потеряла шпильки, поэтому я буду выплатить компенсацию по контракту. Но и это очень много денег. Какой бы ни была компенсация, я ее выплачу. Наша семья торговцев, мы уважаем волю бога контрактов. Нужно все рассказать господину Крослю, я поговорю с ним, а потом мы обсудим размер компенсации. Все верно, это полностью соответствует букве закона. Но сначала я хотела задать вам еще один вопрос. Пожалуйста, подождите минуточку. Когда вы впервые дотронулись до шпилек, что вы почувствовали? Что почувствовал? Я помню, что камень в шпильках на ощупь был совершенно гладкий, как нефрит. Моя семья занималась нефритом, я не могу ошибаться. На ощупь гладкий нефрит высшего качества. Что такое? Ничего, просто надо кое-что проверить. Пойдем к господину Крослю. Ну ладно, господину Крослю, так господину Крослю. И там был сундучок. Где-то я его пробежал. Да, вот сундучок. Сколько сундуков вообще, блин, а? Где не пройду, есть сундук. Так, мы Кросли пролетели. Госпожа Ян Фэй, это снова вы. Госпожа Цзяо тоже здесь? Что случилось? Вам понравились шпильки? Раз вы заговорили, рассказывает Крослю о шпильке. Ну, понятно. Потеряла? Вы шутите? Вы знаете, сколько они стоят? Простите меня, я компенсирую все в соответствии с контрактом, все до последней мора. Мора? Да вы хоть представляете, сколько трудов мне стоило добыть этот изумрудный нефрит? Ладно, не будем об этом. Хорошо, что госпожа Ян Фэй здесь. Попросите ее оценить размер компенсации. Хорошо, но прежде чем я смогу дать официальную оценку, мне нужно провести небольшое исследование рынка. Я бы хотела еще кое-что уточнить. Господин Кросли, вы утверждаете, что шпильки инкрустированы натуральным изумрудным нефритом? Конечно. Компенсация за фальшивку в 10 раз больше стоимости изделия. Я поняла. Я проведу исследование рынка и представлю официальную сумму компенсации, которую госпоже Чин Цяо предстоит выплатить. Пожалуйста, подождите здесь. Я рассчитываю на вас. Компенсация за потерю шпилек должна быть выплачена в полном объеме. Он сказал «Thank you very much». Спасибо вам большое. Почему тут другой перевод в русской локализации? Что-то я не понимаю. И это уже не в первый раз. Похоже, мне придется найти способ собрать эти деньги. Госпожа Цин Цяо, подождите, я хочу вам что-то сказать. Здесь неудобно говорить, поэтому давайте найдем место, где мы можем присесть и все обсудить. И куда же мы пойдем? Так, ну это бежать довольно-таки основательное время, поэтому увидимся уже непосредственно там. Текс. Госпожа Ян Фэй, вы хотели меня видеть? Вы пришли насчет компенсации? Нет, я по другому вопросу. Есть вероятность, что камень шпильки не изумрудный нефрит. Не изумрудный? Нефрит? Что вы имеете в виду? Вы хотите сказать, что нашли их? Я не из гильдии искателей приключений, я не занимаюсь исполнением неблагодарных, отнимающих время поручений. Не знаю, говорила ли вам бабушка, но изумрудный нефрит добывают глубоко под землей, и что он содержит в себе концентрированную элементальную энергию.
Если простые смертные контактируют с ним, то в лучшем случае они заболевают, а в худшем могут испытать изменения личности. Он никак не может быть на ощупь гладким. Госпожа Цицяо, вы чувствовали себя плохо, пока шпильки были у вас? Нет, все было как всегда, никаких необычных ощущений. Странно, ранее я почувствовала ментальный отпечаток у господина Кросли. Если мои догадки верны, то изумрудный нефрит все еще у него. Если так, то мы должны пойти и разоблачить его прямо сейчас. Мы не можем этого сделать, если мы попытаемся разоблачить его прямо сейчас, то он ни за что не осознается и просто выставит нас за дверь. Отделается от изумрудного нефрита, выбросив его в море. А потом потребует от госпожи Цицяо компенсацию по контракту, а сам ничего не заплатит. А нам придется перевернуть весь Лиуэ вверх дном и молиться, чтобы шпильки нашлись. Какое подробное описание. Ты так красочно все писала, Паймон, кажется, что тебе уже доводилось бывать в подобных ситуациях. Я вела много таких дел. Это самый простой и грубый способ решения проблем. Я знаю несколько более деликатных способов, когда-нибудь я тебя научу. Госпожа Инфэй, вы так хорошо знакомы с подобными делами, согласитесь ли вы мне помочь? Прежде чем я помогу вам, Цицяо, подпишите этот контракт. А зачем нужно подписывать контракт? Слово «контракт» звучало столько раз. Похоже, что Инфэй придает контрактам больше значения, чем другие. Это официальное поручительство, все, что было до этого, просто дружеские консультации. Чтобы продолжить расследование, нам нужно подписать официальный контракт. Любое неподкрепленное контрактом поручительство является ненадежным. Хорошо, я рассчитываю на вас, госпожа Янфэй. Не беспокойтесь, сначала подпишите вот здесь и здесь, укажите свой адрес, здесь тоже надо подписать, та-та-та-та-та, квартиру, машину. Еще надо поставить подпись на 5,7 и последней странице, теперь используйте эти чернила, чтобы поставить отпечаток пальца. Это подписание контракта? Зачем столько страниц? Выглядит довольно сложно. Все готово, стоимость услуги не изменилась, и также указано в контракте, можете взглянуть. Я уже посмотрела, меня все устраивает. Контракт составлен в 2 экземплярах, один я отдаю вам, а другой оставляю себе. Нужна помощь? Пока не нужна. На первый взгляд дело хлопотное, но с ним будет легко справиться после прояснения некоторых деталей. Вы никогда раньше не сталкивались с таким расследованием, не упустите эту редкую возможность. Госпожа Инфэй, почему вы согласились мне помочь? Мы тоже ищем изумрудный нефрит, и я видела элементальный напечаток у господина Кросли. Возможно, у него действительно есть изумрудный нефрит. Если он действительно сделал из него украшение, то это зацепка, тогда мы продолжим поиски, найдем изумрудный нефрит. Кроме того, я люблю людей, которые манипулируют законом в свою пользу. Не будем об этом, давайте посмотрим. Переработка минерала. Нашла, сначала надо сходить к Шитоу, хозяину загадки нефрита. Если господин Кроссель обработал камень в городе, то Шитоу его единственный вариант. Капец. Не, вообще прикольно то, что такие проработанные в плане текста квесты. Это хорошо. О, я помню этого парня. Ну, погнали, что он нас хочет. Я просто отходил в магазин, ну ладно, пофиг. Поэтому тут уже другое время суток в игре. Добро пожаловать, дорогие гости, госпожа Янфэй, вы пришли по делу? Уверен, что больше нет ложных обвинений в мошенничестве, клянусь я. Я не по этому вопросу. Скажите, в последнее время к вам приходил торговец из Снежной по имени Кроссель с просьбой обработать руду? Кроссель, торговец из Снежной? Припоминаю, он принес кусок руды и сказал, что это изумрудный нефрит. Я никогда раньше не держал в руках изумрудный нефрит, поэтому не могу сказать, был ли он настоящий. Если клиент настаивает, как говорится, клиент всегда прав. Он щедро заплатил, и я обработал руду по его заказу без особых раздумий. У вас случайно не осталось обрезки той руды? Остались, я никогда раньше не работал с таким материалом, поэтому остался кусочек, чтобы исследовать его хорошенько. Он лежит там. Большое спасибо, мы посмотрим с вашего позволения. Ну-кась. Наблюдать. А судя по сечению текстуры, это остатки зеленого нефрита. Зеленого нефрита? Да, этот камень часто встречается и стоит недорого. Обычно используется для создания украшений. Я слышал, что зеленый нефрит — это внешний слой изумрудного нефрита, но это не было доказано. И название похоже, да, Паймон. Если не верите, их можно проверить на наличие элементальной энергии. В зеленом нефрите ее быть не должно. Тогда надо использовать чувство стихий. Я не вижу здесь элементального отпечатка. Ну да, его тут, собственно, нету. Действительно, другое удивительно, что госпожа Цицяо смогла увидеть разницу, просто посмотрев на кусочки камня. В этом нет ничего удивительного, просто я очень часто сталкивалась с ним. Почему Шитоу не смог их отличить? Эти камни очень похожи. Тому, кто мало знает об этих камнях, очень сложно быстро их отличить. Их название похоже, но цена на рынке отличается как небо и земля.
К тому же цена обработки тоже будет значительно отличаться. Давайте вернемся к нашей теме. Сегодня мы расследуем другое. Не будем сейчас о Шитоу. Но зачем, господин Кроссель? Необычные действия имеют необычные причины. Давайте вернем эти остатки Шитоу. Да, блин, чисто из-за страховки, грубо говоря. Но облапошить он хотел. Так, вернитесь к Шитоу. А, это этот парень. Госпожа Яньфэй, вы... Не могли бы вы подтвердить еще раз, что минерал, который принес господин Кроссель, действительно изумрудный нефрит? Да, все верно, у меня есть рабочая запись. Здесь четко написано: кусок изумрудного нефрита ждет обработки. В таком случае у меня больше нет вопросов. Я могу взять эту запись и обрезки руды? Конечно. Но зачем они вам? Для личного пользования еще прошу вас поставить подпись на этом документе. Этот документ служит доказательством того, что это действительно остатки руды господина Кросселя. Вы можете внимательно ознакомиться. Хорошо, госпожа Яньфэй. Могу я задать еще один вопрос? Кто на этот раз создает неприятности? Нет никаких неприятностей, просто только нужно кое-что пояснить. Большое спасибо, я возьму остатки руды и документы. С этими доказательствами Кроссель точно не отвертится. Это далеко недостаточно этого. Нам нужны более убедительные доказательства. Чтобы изготовить украшение, нужен профессиональный ювелир. Дайте подумать. Украшение, где же оно? Нашла. Госпожа Синси помогает находить ювелиров. Пойдем к ней. Ты так легко все находишь. Откуда у тебя столько знакомых? Каждый день ко мне обращается много людей по юридическим вопросам. Вы знаете, что Лиюэ — город контрактов. В этом городе правит закон. Но законы, созданные волей небес, слишком сложны, как сказать, их трудно читать и невозможно прочитать их все. Поэтому люди с радостью обращаются за помощью к консультантам по юридическим вопросам вроде меня. Юридические консультации, но разве закон не сложен? Трудно читать и невозможно понять? Это не проблема, я уже выучил наизусть весь свод законов. Весь? Это базовые знания консультанта по юридическим вопросам, не стоит удивляться. Это все способности адептов? Это не имеет никакого отношения к адептам, мне просто нравится читать. Она вновь говорит об этом в такой обыденной манере. Пойдемте, найдем госпожу Синси. Пойдемте. Пойдемте. Можешь мангу почитать по этой игре? Ну, я думаю, проблем с нахождением Синси у вас не будет. Она находится на первом этаже. Блин, столько дополнительных заданий, так хочется пройти, но нужно как максимально прокачаться. Как можно быстрее, чтобы попасть на другой материк, ребята. Госпожа Яньфэй, что случилось в прошлый раз? Клиент, с тем клиентом все улажено. На этот раз я пришла спросить кое о чем. Скажите, к вам приходил торговец по имени Кроссель с просьбой свести его с ювелиром? Кроссель, торговец из Снежной. Да, был такой, он принес кусок руды и сказал, что это изумрудный нефрит. Он дал мне довольно сложный чертеж шпилек. Я потратила немало времени, чтобы найти подходящего мастера. В конце концов, я нашла старого ювелира, который все сделал в точности по его проекту. Этот заказ затянулся долго и был закончен совсем недавно, поэтому я его так хорошо помню. Не похоже, что здесь можно найти доказательства. Госпожа Синси, я бы хотела, чтобы вы еще раз подтвердили, когда господин Кроссель поручил вам найти ювелира, он утверждал, что материал, который он отдал вам в тот день, называется изумрудный нефрит? Ошибки быть не может. На изготовление шпилек ушло много дорогостоящего материала, и стоимость работы была высокой, поэтому нам пришлось оформить эту сделку в департаменте по делам граждан. Она сказала, Шура, что-то там, это конечно, но почему? Ну ладно. Господин Кроссель был не очень хорошо знаком с необходимыми процедурами, поэтому я подала бумаги от его имени. Я специально оставила копию, посмотрите на название шпильки. Фениксы-близнецы в изумрудных облаках. Зарегистрированная ставка. Изумрудный нефрит, на документе стоит печать департамента по делам граждан. Могу я одолжить этот документ? Она сказала, thank you, Сиси. Она сказала, спасибо, Сиси. Что за фигня? Что с переводом? Разумеется, в любом случае, этот документ здесь бесполезен. Вас кто-то беспокоит? Ничего страшного, просто небольшие проблемы. Я верну вам документ, когда закончу. Большое спасибо. Почему у всех такая первая реакция? Возможно, это и есть суть работы консультанта по юридическим вопросам. Итак, мы собрали почти все доказательства. Осталось только сходить к господину Байджу в хижину Бубо. Тот странный парень со змеей на шее, зачем он нам? Он единственный человек, который может дать заключение о том, что изумрудный нефрит вреден для здоровья. Как только получим заключение, мы сможем завершить это дело. Блин, я помню того парня по квесту, реально жутко. Жутко. Находится он у нас вот тут вот. Погнали туда. Ну вот, собственно, мы на месте. Погнали.
Кого я вижу? Чем я обязан такому удовольствию? Если вы ищете Цици, то она ушла собирать травы. Госпожа Янфэй, прям много рад. Что вас привело сюда? Опять какие-то шарлатаны торгуют неэффективными лекарствами. Не-не-не, я хотел спросить, знаком ли вам изумрудный нефрит? Изумрудный нефрит, да, о нем упоминается в 6-м комментарии к 7 горным трактатам. В 7 горных трактатах говорится, что он вытекает из каменного мозга горы, принесет бедствие любому простому смертному, что к нему прикоснется. Он изобилует элементальной энергией, поэтому при длительном контакте с ним, не обладающие глазом Бога люди в лучшем случае заболевают, а в худшем у них происходит изменение личности, и их состояние только ухудшается со временем. Есть поговорка «без дела во дворец не ходит». Если сама госпожа Янфэй пришла спросить меня, я полагаю, вы хотите, чтобы я дал заключение о фармакологических особенностях изумрудного нефрита, не так ли? Так и есть, господин Байджу. Благодарю. Это всего лишь заключение, мне это ничего не стоит, но кроме вас ко мне приходил торговец из Снежной, чтобы спросить об изумрудном нефрите. Получив ответ, он был очень разочарован, не знаю, чем сейчас занята госпожа Янфэй, но интересно, имеет ли это отношение к торговцу из Снежной? Вы не должны беспокоиться об этом, господин Байджу. Спасибо, заключение я приду чуть... за заключение. Я приду чуть позже еще раз вас поблагодарить. Вы очень любезны, всего доброго. О чем он говорит, как овощ какой-то? Поговорите с Крослем. Что-то... Так, ну что, погнали к тому торгашу. Господин Байджу всегда был таким. Мы собрали достаточно доказательств, давайте найдем Кросля. Все, идем искать. По-любому сбежал хат. Вот этот скользкий тип, иди-ка сюда, мне нужен чайник и все остальное. Здрасте. Госпожа Янфэй, вы закончили исследование, готовы назвать размер компенсации? Да, исследование закончено, я готов назвать размер компенсации. Замечательно. Тогда, пожалуйста, окажите честь. Конечно, согласно условиям контракта. Господин Кросли, вы должны заплатить госпоже Джи Цяо первоначальную цену в 10-кратном размере. Хорошо, что? Я должен заплатить ей? Госпожа Янфэй, вы не ошиблись? Никакой ошибки. По результатам моего исследования и согласно собранным вещественным доказательствам, камень, который, как утверждалось, является изумрудным нефритом, и вставлен в шпильки Феникс-близнецы в изумрудных облаках, которые вы дали на прокат госпоже Джин Цяо, на самом деле является зеленым нефритом. В контракте четко прописана компенсация за фальшивку в 10 раз больше стоимости изделия. Вы должны выплатить госпоже Джи Цяо первоначальную цену в 10-кратном размере. Вещественные доказательства? Какие еще вещественные доказательства? Вы не можете так меня обвинять. Я потратил огромную сумму, чтобы получить этот изумрудный нефрит. А вы утверждаете, что камень в шпильке фальшивка. Какие ваши доказательства? Только показания эксперта, участвующих в переработке руды, могут служить авторитетной оценкой подлинности. Путешественник, пожалуйста, покажи доказательства, о которых идет речь. Это протокол обработки и загадки нефрита с образцами каменной крошки и сертификационная документация на камень, подписанная владельцем бизнеса Шитоу. Даже владелец бизнеса не может сказать, что это изумрудный нефрит или зеленый нефрит. Как это можно доказать? Еще раз, зеленый нефрит — это внешний слой изумрудного нефрита. Я попросил его разрезать и достать изумрудный нефрит. Некоторые образцы зеленого нефрита остались в магазине. Я что-то упускаю? Это необоснованное утверждение. У вас тоже нет доказательств того, что моя руда — фальшивка? Мы ведь говорим о доказательствах. Похоже, наше первое доказательство его совсем не убедило. Он хорошо подготовился. Что нам делать дальше? Твердые улики? Что-то юридически необратимое? У нас есть доказательства. Ну да, наверное, получается, это про дом Минсин. Этот документ доказывает, что мои шпильки настоящие, не так ли? В конце концов, это печать департамента. Она показывает, что камень в шпильке действительно изумрудный нефрит. Второе доказательство тоже не сработало. Этот парень становится агрессивнее с каждой секундой. Возможно, вы правы. Может быть, шпильки все-таки настоящие. Конечно, я прав. Вон сколько доказательств, подтверждающие это. Подождите минуточку, я припомню еще одно последнее доказательство. Это вот про хижину Бубу, то, что вот эта штука вредна для здоровья или тополя. Путешественник, окажи мне честь, это послужит решающим доказательством. Это? В 7 горных трактах говорится, что он вытекает из каменного мозга горы и принесет бедствие любому простому смертному, что к нему прикоснется. В лучшем случае они заболевают, а в худшем у них происходит изменение личности. И их состояние только ухудшается со временем. Господин Кроссель, вы знали об этих свойствах изумрудного нефрита?
Я не знал. Не знали? Я допускаю, что вы этого не знали. Тем не менее, вы дали на прокат такую опасную вещь. Это же входит в компетенцию Департамента по делам граждан, верно? При расследовании Департамент по делам граждан примет во внимание то, что вы не знали о свойствах изумрудного нефрита. Не волнуйтесь, господин Кроссель, я беспристрастно передам все свои доказательства в Департамент по делам граждан. Когда Департамент по делам граждан начнет расследование, вас пригласят принять в нем участие. Что? Подождите, я знал. Вы знали о свойствах изумрудного нефрита? Ай, говнюк, ай, говнюк, ай, говнюк. А? Нет, другое. Я знал, что в шпильке не... Что не настоящий изумрудный нефрит? В таком случае, господин Кроссель, вам нужно выплатить госпоже Джицяо компенсацию в 10-кратном размере от первоначальной цены. Господин Кроссель, каков ваш ответ, мы с моей доверительницей ждем. Я. Ян Фэй внезапно стала такой сильной, ее как будто подмели. Так вот, что значит консультант по юридическим вопросам. Да, юрист, юристы так работают. Признаю, в шпильках был вставленный зеленый нефрит. Мне тоже очень не повезло. Я потратил много денег, купив маленький кусочек изумрудного нефрита. Я планировал сделать хорошее украшение, чтобы заработать... Немного денег, прошу прощения. Но после того, как я получил его, мне стало очень плохо. Несколько дней я не мог ни спать, ни есть. Кроме того, я все время чувствовал тревогу. В хижине Бубу я узнал, что этот камень оказывает сильное влияние на человека. Получается, что я зря потратил очень много денег, поэтому я решил сделать шпильки с зеленым нефритом, который очень похож на изумрудный нефрит. Настоящий изумрудный нефрит я положил в специальный ящик и больше не трогал. Я боялся, что другие узнают эту тайну, поэтому решил не продавать шпильки, а только давать на прокат. Первым клиентом была госпожа Джи Цяо. И в итоге она их потеряла. Почему тогда вы хотели, чтобы госпожа Джи Цяо выплатила такую большую компенсацию? Да, почему? Это ведь подделка. Я не знаю, когда я покупал изумрудный нефрит, мои знакомые торговцы знали, что я покупаю его. Они наблюдали за мной, чтобы увидеть, сколько денег я заработаю. Если бы стало известно, что я продал шпильки с фальшивым камнем, моей репутации торговца пришел бы конец. Ладно, хватит причитать. Меня это не волнует. В соответствии с контрактом вы должны бы компенсировать госпоже Джи Цяо сумму в 10 раз превышающую первоначальную стоимость. 10 раз? 10 раз? Да, 10 раз. Господин Кроссель тоже готов упасть в обморок? И я, согласно контракту, подписанному госпожой Джи Цяо, я должна получить 20% от этой суммы. Ах ты, Янь Фэй. 20% изумрудный нефрит, и то стоит дешевле. Мне не нужно столько денег. Несмотря на то, что изумрудный нефрит в шпильках фальшивый, я ведь действительно их потеряла. По-человечески я должна заплатить господину Кросселю. Госпожа Джи Цяо, вы... И еще, господин Кроссель, если вам не нужен тот кусок изумрудного нефрита, я бы хотела его забрать. Таким образом, мы закроем взаимные долги. Что это? Я хорошо, забирайте его, больше никаких страданий из-за этого камня. Госпожа Ян Фэй, этого достаточно в качестве оплаты? Хотя это противоречит правилам, этого будет достаточно. Госпожа Ян Фэй, большое спасибо за помощь. Я зайду позже, чтобы еще раз вас поблагодарить. Не стоит благодарности, я должна спросить, госпожа Джи Цяо, вы достигли взаимопонимания с господином Кросселем? Да, мы достигли взаимопонимания. Хорошо, господин Кроссель, моя доверительница прощает вас. Да, хорошо. Кроме того, господин Кроссель, я бы хотел обсудить с вами дальнейшее сотрудничество. Судя по тем шпилькам, вы очень хорошо разбираетесь в ювелирном дизайне. Моя семья, в свою очередь, занимается продажей минералов. У нас есть очень красивые экземпляры. Если мы сможем соединить воедино наш дизайн и наши камни... ваш дизайн и наши камни, то мы смогли бы построить хороший бизнес. Иметь дело с человеком... иметь человеком, который тебя кинул, хотел кинуть всю твою семью через колено, даже слать его подальше. Это мне нужно подумать. Или кинуть его. Хе-хе. Очень хорошо. Ко всеобщему удовольствию дело улажено. А мы получили изумрудный нефрит для бабушки. Уму непостижимо, когда я узнала, что шпильки потерялись, я думала, нам придется их искать. Не ожидала, что вопрос можно решить при помощи бумаг, но шпильки так и не нашлись. У людей с разными взглядами разные методы. Моя доверительница госпожа Джи Цяо хотела уменьшить сумму компенсации, потому что более эффективно... Потому что это более эффективно, чем бегать по всему Лиуэ в поисках шпилек и заказать их стоимость. Никогда не встречал таких адептов. Адепты ведь тоже участвовал в той битве. Должно быть, слышал, что бабушка говорила. Можно сказать, что современный Лиуэ — город, которым правят люди. Я чувствую, что профессия консультанта по юридическим вопросам для меня важнее, чем несущественный статус адепта. Почему очень часто акцент на этой книге, я не понимаю. К тому же хороший консультант, который разбирается в хитросплетениях законодательства, немного нужнее Лиуэ, чем очередной адепт.
Не знаю, согласится ли с подобным высказыванием некоторые люди. Это нельзя объяснить обычной рациональностью. Все материалы найдены, пойдем к бабушке, она наверняка заждалась. Я уже устал говорить, но, ребята, все для вас, еще раз для вас. Ой, идем к бабуле. Возвращаемся к бабусику. Блин, неудобно. Вот, теперь хорошо. Вы вернулись в статьи «Изумрудный Фрид». Да, все благодаря Ян Фэй. Очень хорошо, этот материал очень важен. Бабушка, если у вас есть все необходимое, я бы хотел вернуться к своим клиентам. Ох уж это, ребенок, ступай, бабушка сделает все остальное. Тогда я пойду, кстати, путешественник, сохрани мою визитку на всякий случай. Я изучаю законы других народов тоже. Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы с законом, приходи сразу ко мне, постоянные клиенты тоже получают скидки. Ох уж это, ребенок, ступай уже. Если не хочешь уходить, то помоги бабушке убраться в чайнике. Уже ушла. Даже не знаю, от кого она набралась этих манер. Вряд ли ее отец отличался таким нравом, когда стоял рядом с Геоархонтом. Поистине уникальный адепт. Да, Лиуи изменился, адепты тоже должен научиться меняться. Ян Фэй, возможно, чересчур болтлива, но она лучше всех нас знакома с городом. Лиу уже не тот, каким я его знаю, бабушка. Хорошо, давайте не будем об этом, возвращаемся к теме. Я считаю, что все еще должна тебе маленький подарок. У Пайман так взволнована, как это делается. А это долго? Это всего лишь один чайник, он не займет много времени. Подожди здесь минутку. Мадам Пин начала делать подарок. Отлично, этот чайник безмятежности теперь твой. Держи крепко, никто не знает, что случится, если он упадет. Возьмите чертежи на случай, если захочешь немного украсить чайник внутри. Спасибо, бабушка. Ну, бабушка, этот чайник, как им пользоваться? Не беспокойтесь об этом. Я нашла помощника, который ждет вас внутри и ответит на все ваши вопросы. Чайник безмятежности. В этом чайнике окрещенном чайник без... Цель находится в чайнике безмятежности. Направляйтесь туда. Так, открыть инвентарь. Так, чайник 2, полная чаша. Сейчас, подожди, инвентарь-то открыть надо. Вот, теперь у нас есть другой инструмент. Все, отлично. Ох, ну что ж. Чайник, полная чаша, часть 2. Продолжаем развлекаться. Ну чё, была не была? Заходим. Так, плавучая обитель. Выберите, пожалуйста, форму обители. Угу. Нет. Я так понимаю, типа я сейчас буду выбирать, да? Изумрудный пик. Пронзающие облака вершины горы, по крайней мере, так это выглядит. Но находится внутри чайника, самая высокая гора не может быть выше чайного листа. Ладненько. Смотрим сюда. Окруженный водой архипелаг. Интересно, сколько чашек чая можно заварить из этого огромного океана? Может, тут можно будет рыбачить? Там вроде что-то есть. Камушек, наверное. Ладно. Ой, нравится. Плавучая обитель. Парящий в воздухе архипелаг является самой распространенной формой обители адептов. Бескрайние просторы, в которых нет ничего, кроме островов. Нравится. Вот это мне нравится. Вспомнился мультик «Геркулес». Берем. Да. И мы в чайнике. Блин, прикольно. Реально было похоже на мультик «Геркулес». Ого, а тут больше места, чем в чайнике мадам Пин. Даже огромный дом стоит. А почему вокруг ничего нет? Пайман, накали камни и построй дом. Пайман, иди, выкопай яму и живи пока в ней. Да. Почему Пайман должна копать яму, если есть дом? Ну все же, почему здесь нет ничего, кроме этого дома? Постой, что это там такое? Тут, наверное, всякие проходики есть, да? Вот это вот и все. А, нет, нифига нету. Ну, может, потом какое-то расширение будет. Блин, дофига места, реально. Дофигища. Вот это что такое, мне вот интересно. Типа солнце, но не солнце. Ладно. Ты кто? Похоже, у нас уже есть первый гость. Какой большой зяблик. А, это птичка толстенькая, которая летала. Я не зяблик, я дух чайника. Меня зовут... Как же меня зовут? Снова забыл. Зовите меня Пухляш. Действительно пухленький. И не скажу, что ты тот самый помощник, о котором говорила мадам Пин. Мадам Пин? Ах да, это она меня сюда призвала. Она очень много рассказывала о вас. Уход за этой обителью и дела по дому предоставьте мне. Ваше путешествие только начинается, но теперь у вас хотя бы будет удобное место для ночлега. Что значит дух чайника?
Обители, подобно этой, создают адепты, но у них, как правило, редко бывает время, чтобы поддерживать в них чистоту. Поэтому для охраны и уборки были созданы мы, духи чайника. Проще говоря, я ваш дворецкий. Позвольте нам вам вкратце рассказать о том, что такое обитель. У вас есть с собой чертежи с красивыми комнатами, стульями и прочим? С помощью таких чертежей вы сможете придать обители любой вид. Чертежи, точно, вместе с чайником бабушка дала нам и чертежи, так? Скорее достань их и посмотри. И? Ну? Да, это те самые чертежи, внимательно их изучите. Вы должны будете запомнить детали на этих чертежах и подготовить соответствующие материалы. А, так вот откуда у нас всякие эти деревяшки, древесина, вот это всякая пихта, сосна, вот эта ель, которую мы рубим. Затем просто отпустите мысли и предметы, указанные в чертеже, появятся в чайнике. Вау, все так просто, тогда мы бы могли построить тут целый город. Блин, я бы так сделал и жил бы там. Это вряд ли, когда-то давно адепт с золотыми глазами объяснил мне. Он сказал, что создание подпространства — это проявление сил адепта, но и у таких сил есть предел. Ведь этот мир не настоящий, здесь можно найти временное убежище от мирской суеты, но остаться в этом мире навсегда не получится. Адепт с золотыми глазами? Кто бы это мог быть? Я сам почти ничего не помню, да и не видел этого адепта с тех пор. Странное чувство. Давайте пока не будем об этом. Предлагаю вам для начала смотреться и познакомиться с обителью. Спрашивайте, если появятся какие-то вопросы. Так, найдите пухляша в чайнике безмятежности. Так, чайник безмятежности. Чтобы войти в чайник безмятежности, путешественники могут применить и призывать его, а затем взаимодействовать с появившимся чайником. Чтобы выйти из чайника безмятежности, путешественник могут применить и призывать его, затем взаимодействовать с чайником. Путешественника также могут открыть меню карты и переместиться на любую точку телепортации, чтобы тут же покинуть чайник. Ладно. Поговорите с духом чайником внутри чайника безмятежности, чтобы узнать больше о доступных занятиях. Так, вы можете создавать различные предметы в меню создания. Так, материалы для создания предметов можно собирать по всему миру, понятно. Используйте функцию расстановки, чтобы разместить полученную мебель. Мне уже нравится. А ферма есть? Хочу ферму. Расставьте мебель, чтобы увеличить силу адептов. Чайника безмятежности. Скорость накопления сокровищ обители увеличивается вместе с уровнем силы адептов. Хорошо. Покупайте различные предметы в сокровищнице за сокровищница обители. Время от времени ваши обители будут посещать бродячий дух. Есть шанс, что он привезет с собой редкие сокровища. Шикарно. Получив чертеж комплекта мебели, вы можете сразу расставить весь комплект, однако вы все еще сможете настроить каждую отдельную мебель. Хорошо. Хорошо. Обратите внимание, путешественники, во время использования системы чайника безмятежности просим вас следовать пользовательскому соглашению и соглашению по обслуживанию Короче, не бузить. Не бузить надо. Все, и все будет хорошо. Так, что у нас тут есть? Это все? Строение, так. Что это? Что это такое? Blacksmith, или как это называется? Blacksmithing, но это как кузница, или как это? Я не помню точно слово. Это кузница или что? Хорошо, главное здание. Ага. Типы, ага. Пейзаж. Пока нифига нету. Сохранить изменения. Так, что это у нас такое? Кузнечное дело, я могу сам фигачить. Йоу! Вот это кайфуха. Вот это кайфуха. Поговорить с пухляшом. Давай, пухляш. Ого, как быстро, прекрасно, прекрасно. Что случилось? Я попросил тебя прийти, потому что хочу вручить тебе небольшой подарок. Не помню, упоминал ли я об этом раньше, но подобные обители — это собственные миры адептов. Чтобы сохранить мир и покой в своей обители, адепты прибегают к определенным средствам и запечатывают вход для нежелательных гостей, посетителей. Затем адепты создают допуск обители для тех, кого они хотят пригласить в гости. Допуск содержит частичку энергии обители и дух самих адептов. Поэтому любой, у кого есть этот допуск, сможет свободно посещать обитель. Раньше эта обитель находилась в незавершенном, зародышевом состоянии. Приглашенные гости могли находиться здесь лишь вместе с тобой, и им было отведено немного времени. Но отныне я создал этот допуск обители специально для тебя. Возьми, держи его крепко. Я думал, что мне придется расстаться со своей энергией. Не переживайте, ей всего лишь нужно взять допуск обители, и он заберет часть твоей энергии. Ах да, я слышал от мадам Пин, что у тебя много друзей. Боюсь, что мне попросту не хватит времени, чтобы сделать отдельный допуск обители для каждого. Поэтому я улучшил допуск обители, тебе нужно лишь прикоснуться ладонью к тому, кого ты хочешь пригласить, и твоя энергетическая
Подпись позволит гостям свободно посещать твою обитель. Получается, я буду помещать друзей, верно? Можно так сказать, но звучит это странновато. Хе-хе, вот твой допуск к обители, теперь ты можешь приглашать в гости кого угодно. Похоже, что здесь скоро опять станет весьма оживленно. Так, ну допустим. А я зайти могу? Вот оно как, смотри, а. Я думал, откроется сразу будут там. Нет, прогрузочка. Так, много тут места. Ну, в принципе, нормально, так я вам скажу. Так, что у нас по квестам? Так, что-то я не понял. А куда нам? А что нам делать надо? Маленькая непоняточка. Так, это понятно. Получить. Это что? Чертеж комплекта декора. Час вина. Подборная схема размещения комплекта. Час вина, стол и стулья часто используют во время собраний. Так, понятно, получить. Ну, я так понимаю, мы здесь закончили. Давайте выйдем отсюда. А как мне карту мира? Тейвот? Ну, давайте сюда. Вы покинули чайник безмятежности. Сейчас либо квест придет, либо фиг знает. Давай, грузись, дорогая. Грузись. Тут у нас, кстати, много чего интересного. Допустим, сменить форму обители. Это за бесплатно интересно. Повысить уровень доверия, чтобы... Ух ты, слушайте, тут прям так хорошо. Уровень доверия. Тут еще мы получаем награду уровней. Вообще шикарно. Флакон скорости. Бутылочка сил адептов позволяет мгновенно изготовить один предмет декора. Господи. Арочный дом Манштата. Ребята, я, кажется, влюбился в эту игру еще сильнее. Прям вот хорошо. Прям вот нравится. И пухляш милый. Сколько тут всего мы можем приобрести? Не, ребят, ну это прям хорошо. Мне сюда еще ферму. Что? Семена? Так. Вот это уже интересно. Но я думаю, к этому вернемся позже. Но это, блин, круто. Тут столько всего. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact. И, друзья, с каждым разом, с каждой записью эта игра мне нравится все больше и больше. Я не знаю, как это работает. Я вообще человек, который играет в космические симуляторы, в различные стратегии. Тут на те бац аниме, и меня зацепило. И даже не то, что аниме, а сам сеттинг игры. Ну, нравится мне, что я могу с собой поделать. Плюс, будут ссылочки на другие плейлисты по другим играм с этого канала. Основная игра, которая здесь представлена, Elite Dangerous. По ней, ребята, почти 500 видосов. Да. Онлайновый Космосим, довольно неплохая игрушка, рекомендую. Плюс будут и остальные, конечно же, это Cyberpunk, Satisfactory, Factorio, Resident Evil Village прохождение, вот который новый недавно вышел, и много-много чего еще. Да. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер, Telegram-канал, где публикуется информация о входящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в КС, хоть в дотку. Не осуждаю, как вы заметили, я играю в совершенно разные игры как по жанрам, так и по сеттингу. Просто я, наверное, игроман, либо задрот. И еще один момент. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.